Всем привет и здравствуйте! Очень простое постное блюдо из грибов и брокколи предлагаю сегодня вашему вниманию. Все, что нам понадобится, вы видите у меня на столе. Я взяла коричневые грибы, просто потому что они вкуснее. Можете взять сушеные грибы и замочить их. Можете взять лесные грибы, будет еще вкуснее. Взяла кусочек брокколи, понадобится небольшая луковица, зубчик чеснока, немножко соевого соуса и, вообще просто капелька уксуса. Понятно, что соль и перец. Начнем с лука. Лук я порежу на четвертинки и тоненькими полосками. Теперь лук обжарю на растительном масле и начну резать грибы. Пока жарится лук, я порежу грибы вот на такие тонкие пластиночки. Можете резать кубиками или на четвертинки, как вам удобно. И тоже обжарю. Готов. Перекладываю сюда грибочки и обжариваю их слегка. Брокколи я разделила на соцветия, и вот эти вот крупные порежу пополам, чтобы они приготовились одновременно. Кладу их в сковородку и тоже обжариваю вместе с луком и с грибами. Посолю, поперчу, накрою крышкой и дам дойти до готовности, постоянно помешивая. Когда овощи слегка потомились, то добавлю сюда столовую ложку соевого соуса и буквально чайную ложечку белого уксуса. Выдавливаю зубчик чеснока и все хорошенечко перемешиваю. Ой, как пахнет вкусненько. Накрываю крышкой и доведу до готовности. Вот и все, друзья. Посмотрите, какое классное блюдо получилось. Мне очень жаль, что вы не можете почувствовать его аромат. Добавляйте любые специи, любые приправы, любую зелень, которая у вас есть и которую вы любите. Догадайтесь, что добавила я. Конечно, свою любимую специю. Если вы смотрите меня давно, то вы знаете, какую специю я всегда добавляю. Если знаете, напишите в комментариях. Посмотрим, кто догадался и кто смотрит меня давно. Это блюдо можно, конечно же, сделать скоромным. Не стесняйте добавлять нарезанную курицу или мясо, жарьте на сливочном масле. Можете добавить в это блюдо рис или гречку, залить водой, накрыть крышкой и дать крупе приготовиться. Получится овощной плов. Подавать можно либо с пюре, либо с отварной картошкой, с жареной картошкой, с рисом. В общем, на ваше усмотрение. Любой гарнир, макароны, любой гарнир подойдет к этому блюду. Наслаждайтесь. Всем пока! И еще одно блюдо из грибов и брокколи. Грибы я порезала вот такими пластинками и сейчас обжарю на растительном масле. Луковицу порежу на 4 части и вот такими вот тонкими полосками. Тоже обжариваю вместе с грибами. И хочу поделиться с вами лайфхаком, девочки. Я вам уже когда-то говорила, как сохранить брокколи и цветную капусту. Если у вас осталось брокколи, заверните ее в фольгу. Посмотрите, вот здесь у меня брокколи уже, наверное, дня 4. И посмотрите, какая зеленая шапочка у нее. Совершенно не изменилась, не пожелтела, ничего. Отлично хранится в фольге. Очень вам советую. Сейчас я брокколи порежу на кусочки, разберу на соцветия. Вот эти крупные кусочки разрежу пополам и тоже обжарю вместе с грибами.
Точно так же, девочки, я храню цветную капусту. Сейчас возьму несколько соцветий, которые мне понадобятся. Остальное заверну обратно в фольгу. Немножко посолим, поперчим. Добавлю столовую ложку соевого соуса и столовую ложку уксуса. У меня это домашний яблочный, но можете взять любой. Все перемешиваем и продолжаем готовить. Я накрою крышечкой, но уже и так во все стороны разбрызгалась. Пока у меня подходят грибы, я приготовлю цветную капусту. Мне понадобится всего лишь несколько соцветий. Вот так. А остаток я заверну опять вот так в фольгу плотненько. И можно хранить в холодильнике. Из цветной капусты я приготовлю то, что на английском языке называется cauliflower rice или рис из цветной капусты. Все, что для этого нужно сделать, это натереть капусту на терке. Получится очень-очень вкусно. Смотрите, что получается в итоге. Вот такая получается масса. Очень, кстати, вкусно, девочки. Очень советую. Если кто-то еще... У меня, кстати, есть видео про этот рис, как его готовить. Очень вкусно. Единственное, что, конечно, он разлетается во все стороны. Когда трешь, то, конечно, капуста разлетается во все стороны. И теперь переложу это в сковородку к грибам и к брокколи. Выдавлю сюда зубчик чеснока. Как всегда, свою любимую специю. И теперь цветную капусту. Все хорошенько перемешиваем и обжариваем еще несколько минут. Добавляйте зелень. У меня это замороженный укроп. Добавьте еще соль, перец, свои любимые травы, свои любимые приправы, специи. Доводим до готовности. Вот и все. Все готово. Как вам видно? Красота. Ну вот, друзья, получилось отличное постное блюдо. Рис из цветной капусты с грибами и с брокколи. Конечно, можно добавить туда любые овощи, приправы, зелень на ваше усмотрение. Если вы не соблюдаете пост и хотите сделать это блюдо скоромным, то обжарьте все овощи на сливочном масле, добавьте курицу, мясо, сосиски, все что угодно. Получится отличный ужин или обед. Всем пока!